Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, у нас очередной инструмент сайта AliExpress, а именно ручная цепная мини-пила, соответственно аккумуляторная от Heimerdinger. Приехала в таком вот кейсе, очень классный удобный кейс для хранения. Заказана была одна только тушка без аккумулятора. Скрываем, смотрим, и вот мы видим, что она пришла уже полностью готовая к работе. Не нужно ничего собирать, как это было в остальных вариантах. Вот, подкладка у нас из пененного полиэтилена, я так понимаю, чтобы наша пилка не скакала в этом кейсе во время транспортировки. Но есть один и минус, видите, она цепью скоро здесь продырявит отверстие. Поэтому на месте китайцев я бы взял и сюда тоже подложил бы вот такую подкладочку. Было бы все просто супер. Имеется в комплекте и инструкция. Инструкция, друзья, просто пустышка. Хопа, и ничего мы здесь не видим. Что куда налить, что куда прикрутить, где что отрегулировать и как зажать. Просто пустышка. Какие-то меры безопасности, и как бы на этом все. Поэтому ее мы игнорируем. Ну и вот так выглядит наша пилка. Значит, длина шины у нас 8 дюймов. Покручу, поверчу со всех сторон, чтобы посмотрели. Есть множество отверстий под охлаждение. Вот сразу могу сказать минус этих отверстий, что сюда будет лететь большое количество стружки, пыли, песка, там грязи. Вы сами понимаете, что деревья у нас не чистые, никто их не моет. И будет очень сильно загрязняться двигатель. Ну, время как бы покажет. Если там есть место, а место вроде бы как есть, вот, то туда я бы положил какой-либо поролончик в качестве воздушного фильтра. Вот, кстати, у нас и здесь, по-моему, есть отдушины в этих ребрах. Поэтому здесь доступа пыли очень большое количество. Корпус, как всегда, у Хеймера классный, отличный. Все вот эти вот черное прорезиненное, в руке лежит удобно. И сразу тоже хочу обратить ваше внимание на такой, я бы сказал, даже плюс. Ну, хотя кому как, но, допустим, для меня плюс. Вот во всех остальных обзорах пилок у нас курок, вот эта кнопка была просто, допустим, как кнопка у гайковерта. Под один палец будем говорить, да. Здесь же у нас кнопка, вот обратите внимание, 3 пальцами, то есть всей рукой я ее нажимаю и держу. То есть мне кажется, это вот более удобно и менее будет уставать у нас рука. Хотя и в одном и во втором случае я пилил много и часто, и ничего меня не уставало. Под масло в прошлой пилке у нас в этом районе примерно было такое окно, по которому можно было контролировать уровень масла для смазки цепи в бачке. Здесь у нас никакого контроля нет. Ну, в принципе, я не знаю, минус это или не минус. Вот, что нам мешает там в процессе работы приоткрутить бачок, там посмотреть с него и убедиться, что там где-то еще маслица есть, либо его там нет и нужно его туда добавить. Вот, ну, как бы показываю все как есть. Есть такой вот кожух, тоже видите, точно так же не хватает кусочка 2 дюймов, как и в прошлой пиле. Не знаю, почему они не делают до конца этот кожух, чтобы он до конца нашу шину закрывал, но, видимо, на то есть свои причины. Так, давайте теперь включим. Значит, тест на столе будем производить 4 амперкой. А уже тест непосредственно на древесине, когда будем немножко там порежем, пойдем мою сухую дорежем вишню, сливу. Будем опять использовать 2-амперник, в котором примерно 1,5 ампера. Вот, по прошлому тесту он себя очень даже хорошо показал. Вернее, даже, наверное, не он показал, хотя и он, и пила в комплекте. Вот после обзора я еще на этом аккумуляторе очень много дорезал. Так, ну что, включаем, посмотрим, как оно что. Так, давайте-ка я пока откину аккумулятор, посмотрю натяжку. Натяжка цепи, друзья, уже с завода у нас идет просто отлично, ничего не надо подтягивать. Кстати, обратите внимание, у нас есть вот колесо подтяжки цепи. То есть подтяжка производится, отпускаем гайку, немножечко натягиваем не сильно цепочку и затягиваем нашу гайку. Вот в прошлой пиле у нас она была металлическая, здесь же она пластиковая, вот точно из такого пластика. И такая, друзья, зубастая, то есть палец хорошо здесь упирается в нее. Может быть даже лучше, чем металлическая, хотя в принципе как бы и без разницы. Так, давайте посмотрим сразу и на этикеточку. У нас Heimerdinger фирма, LB212 модель. Так, длина полотна, то есть шины 8 дюймов. Ну и питается от 18 вольтов постоянного
тока. Значит, друзья, посмотрел я характеристики, ни в этой вот бумажке инструкции, ни на сайте продавца нигде не указано количество оборотов. Ни холостого хода, ни обороты на самом шпинделе цепи приводной звезды. Нигде ничего не указано. Вот, ну что, давайте включать теперь, досмотреть. Так, нажимаем, поехали. По звуку и ощущениям ничем она не уступает прошлой пиле. Вот. Ну а мы с вами давайте продолжать. Итак, разбираем, смотрим механизм подтяжки. Вот так это все у нас устроено. Я бы вот честно вам сказать, на первый взгляд, сказал бы, что может быть даже здесь и более как-то все качественно сделано. Червячная передача здесь примерно стоит, которая двигает наш ползунов натяжки шины. Ну, добротно сделано. Хотя и в этом, и в том случае для подтяжки нашей цепи, то бишь шины, никаких усилий в принципе применять не нужно. И что в том случае, что в этом, я думаю, все это будет работать отлично и хорошо и долго. И вот смотрите, что мне бросилось в глаза. Бросилось мне в глаза следующее. Снимаем шину и смотрите, как установлена звезда ведущая. Я считаю, что неправильно. Сразу же мы ее, наверное, снимем. Или потом будем разбирать перед разборкой. Все это дело снимем. Ну и вот так выглядит шина. Так, опять, что мы здесь наблюдаем? То есть в прошлой пиле, по-моему, у нас была здесь гладкая площадка с отверстием под выход масла для смазки нашей шины. У нас есть раз отверстие, и на второй стороне у нас тоже есть отверстие для смазки нашей цепи. Вот, а здесь же мы наблюдаем, я бы сказал, не до конца вот этот вот штуцерок вставлен. И такая вот как бы ванна. Получается, мы нагнетаем целую ванну сюда смазки, масла. Откуда она, даже если мы не будем руками нагнетать, со временем будет как-то захватываться цепью. Вот, ну, такое себе решение. Но я не знаю, как оно будет на практике. Хотя все же это удобнее, чем мазать постоянно, как я хожу в кармане. У меня масленочка и постоянно поливаю цепь. Как ни крути, то здесь у нас удобнее. Работаем. Там раз-два нажали, цепочка смазалась. Опять проработали там пару минут. Раз-два нажали, цепочка смазалась. Вот. Так, еще, друзья, для вас, кто первый раз купил и держит в руках данную цепь, объясняю и показываю. Цепь для работы ни в коем разе в такое положение не устанавливаем. Вот у нас режущий зуб получается сзади. Для того, чтобы наша пилка работала и резала, то есть комментаторы, которые говорят, она нифига не режет. Вот так вот переворачиваем, и у нас уже режущая кромка получается по ходу. А то собирают вот так вот, и потом пишут, пила не режет. Имейте это в виду. Конечно же, большинство мужиков, 99% знают, как пользоваться, но есть такие, что и не знают. Молодежь подрастает, берет в руки инструмент, а как им пользоваться не совсем знает. Так, снимаем звездочку. И все-таки мне кажется, что китайцы ее поставили неправильно, друзья. Вот, пишите ваше мнение в комментариях. Вот, во всей технике она должна стоять так. Почему ее поставили до горы ногами, как кажется, у нас в Беларуси? Я не знаю. Вот, мне кажется, правильное решение такое. Позже мы с вами разберем нашу пилку и посмотрим на редуктор, как там все устроено. Здесь, смотрите, тоже какой большой у нас зазор между шпинделем и корпусом. То есть, опять же, как я говорю, туда будет попадать множество опилок, стружки, пыли, песка и грязи. Все это дело будет налипать на нашу шестерню редуктора, и со временем все это дело выйдет со строя. Мне, кстати, писали такие комментарии, что у людей они смазали там, и все это дело вышло со строя. Поэтому, как я говорю, либо там сухой редуктор оставляем, либо сюда вырезаем из шинельки, там войлока, колечко и подкладываем под вот эту вот звезду. Только в том случае мы сможем смазать с вами редуктор и как-то работать без проблем.
Тоже пишите свои мнения и отзывы по данному вопросу. Так, ну а мы с вами попытаемся померить обороты. Друзья, что-то мне подсказывает, что у нас измерение оборотов в прошлом видео было неверным. Сейчас я покажу и продемонстрирую почему. И там 8000 вроде бы как быть не может. Используем только, друзья, синюю изоленту. Только ее. Одеваем на место. Я кольцом фиксировать не буду. Могу, конечно, получить в лоб. Вы так не делаете, кто будет измерять обороты. Но все это дело для ускорения видео. Пойдет. Итак, подключаем аккумулятор, попытаемся измерить наши обороты. Сразу я посмотрю, не слетит ли у нас эта балда. Не, можно работать смело. Берем наш лазерный тахометр. Обратите внимание, отражайку я сюда не клею. Мне важно добиться вот на этом вот, на этой звезде в изоленте, чтобы здесь был 0. Если у нас здесь 0 не будет, то с вами мы ничего не померяем. Вот, как я и думал, у нас ничего, друзья, не получится. Ровно так, как, наверное, не получилось у нас и в прошлом видео. Мне выдало 8300. Я потом что-то подумал, что-то завышенное. И, видите, не померил. Я вот не сделал такой тестик без отражайки. Поэтому померить обороты вы уж извините, я никак не смогу. Так, нам осталось. Я уже колечко тоже ставить не буду. Да, господи, не могу попасть. Колечко ставить не буду. Сейчас померяем мы вес нашей пилы, как говорится, в сборе без аккумулятора. Собрал я нашу пилу и давайте посмотрим вес в сборе. Итого мы имеем 1029 грамм. Кому интересен вес с аккумулятором, с четверочкой, допустим, да? Давайте посмотрим с четверочкой. Пила может стоять на аккумуляторе 1586 грамм. Так, на этом мы остановимся. Сейчас я, друзья, разберу пилу и будем посмотреть, как говорится, что и как у нее внутри. Итак, разобрал я, раскрутил нашу пилку и давайте вскрывать. Так, у нас остается, все хочет остаться с этой стороны. Друзья, по пластику я уже ничего говорить не буду. Все здесь шикарно и отлично. Единственное, видите, есть у нас такие вот решетка охлаждения сделана насквозь. Вот, и через эту решетку у нас получается будет засасываться пыль. Офигенно будет засасываться, поэтому каким-то образом рекомендую сюда, наверное, положить поролончик. Хотя здесь он может и не лечь, так как у нас будет мешать крыльчатка. Вот такие дела. Но здесь мусора будет засасываться очень-очень много. Видите, сколько много здесь у нас отверстий. И внизу тоже. Вот, и здесь и внизу есть. То есть большое количество вентиляционных отверстий. Ну и вот что нам представляет наша пила. Ну, то есть такая съемная площадка. Наш контроллер. Кто-то его называет 3820. Давайте мы почитаем, что здесь у нас написано. Вот, модель контроллера, я надеюсь, вам видна. 3820, честно скажу, не знаю, что такое, люди пишут, но как-то так. Имеется у нас кнопочка, без всяких регулировок оборотов, просто кнопка и кнопка. Так, бросилось мне в глаза то, что здесь у нас бачок под масло намного больше объемом, чем вот в прошлом обзоре прошлой пилы. А это я считаю плюс. То есть не надо постоянно будет добавлять нам масло. Так, давайте снимем аккуратненько все это дело. Магнитатель наш. Люди пишут, говорят, что отлетают вот эти вот ёршики, то есть фитинги, куда присоединяются трубки. Но пока все нормально. Пока все нормально. Вот такой вот моторчик. В принципе, редуктор похож на редуктор прошлой пилы. Редуктор прошлой пилы, мотор-редуктор у нас держался на 4 винтах. Здесь же у нас надежно все закреплено. Аж 6 винтов.
Сейчас, друзья, я откручу, мы посмотрим на редуктор с той стороны. Так, вот, все разобрал, раскрутил. Значит, смотрите по винтам. Я так понимаю, не бойтесь их перепутать, так как винты с корпуса и винты, которыми прикручен у нас редуктор, полностью идентичны. Поэтому перепутать не бойтесь. Я даже могу вот бросить все в общую кучу, чтобы вы были уверены, что все подойдет. Так, ну что, и смотрим. Аккуратно снимаем, чтобы ничего нам не сломать. Так, что нам тут мешает? Вот, в принципе, конструкция точно такая же. По-моему, было единственное указано, это у нас 11 зубьев на ведущей звезде. Как бы нам это посчитать? Это уж кому совсем интересно, давайте посчитаем. Итак, вот у нас первая. Ага, закрасил. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Да, 11 зубьев на ведущей шестеренке, которая идет от двигателя. Итак, что мы видим? Что мы видим? Мы видим, друзья, следующее. Масло здесь, смазки абсолютный, практически 0, я бы сказал 1%. Вот, и опять меня наводит это на смутное сомнение в том, что китайцы все-таки, наверное, сюда смазку много не кладут. Потому что у нас будет попадать вот через это отверстие ничем не защищенная пыль, грязь и вся эта вот там стружка, не знаю, что там еще могут быть какие-то вкрапления. И у нас просто забьется здесь и выйдет со строя наш редуктор. Единственное, как я говорил в прошлом обзоре, посетила меня мысль, это сюда вот положить какое-нибудь фетровое колечко, чтобы оно защищало от попадания пыли. И только в этом случае мы можем сюда положить больше немножко смазки. И я думаю, что будет тогда работать все отлично. Но, хотя, видимо, через сам двигатель, всасывая воздух с пылью вот через эти окна, опять же у нас может поступать разная там пыль и грязь. Так, есть у меня одна идея. Не идея, вернее, а есть у меня товарищ подписчик, который просил продемонстрировать обороты двигателя. Кстати, не помню, упоминал или нет, прочитал всю инструкцию, все характеристики, нигде не указаны никакие, друзья, обороты. То есть ни обороты холостого хода двигателя, никакой информации. Вот видите, на шпинделе нам промерить обороты не удалось. Давайте попробуем промерить хотя бы на этой вот крыльчаточке. Хотя это, в принципе, и опасно. И опасно. Ну, давайте попробуем, что же делать. Итак, включаем. Включаем. Так, тут у меня, я надеюсь, ничего не выскочит из рук. Пробуем включить кнопкой кратковременно. А померить как? Надо держать кнопку. Как же мне померить-то? Ну, разве что так. Короче, попробуем измерить. Попробуем измерить, друзья. Мы сразу так, я включу, подготовлю. Тоже на крыльчаточке. Если у нас покажут обороты без наших меток и отражаек, поэтому бросим эту пустую затею. Вот, все отлично, 0. Поэтому лепим отражайку. Или клеим, или лепим. И если ее не сбросит, то мы, наверное, скорее всего, ее сбросит. Давайте попробуем. Да, сразу сбрасывает. Ее сбрасывает, потому что здесь, походу, все у нас промасленное. Вот как-то так попробуем. А вдруг... Так, держим двигатель, нажимаем кнопку.
И вот никаких измерений у нас не получается, так как все это сбрасывается, друзья. Все это сбрасывается. Так, последняя попытка. Попробую замотать изолентой. Где наша синяя изолента? Может быть, хоть так, да что-то у нас получится. На изоленту клеим отражайку. Ну что, попытка номер 3. Поехали. Короче, кто заметил, тот заметил. Видите, к чему приходит? Сбросило такими высокими оборотами. Я, честно скажу, так и не смог определить, какие же все-таки здесь обороты нам показывало. Очень большие обороты, друзья. Ну, давайте еще разок. Да, так можно остаться и без глаз. Не, все, хорош баловаться. Рубит сразу. Последнее значение, сколько у нас было? 44 800. Не знаю, верить, не верить. Показал, но решать как бы вам. Ну что, теперь все. Собираю и идем тестировать. Посмотрим, что нам она покажет. Пока не собрал до конца, вспомнил. Многие пишут, особенно под пилами, под обзором с пилой Васай, что получил пилу, а она крутит в обратную сторону. Друзья, что для этого нужно сделать? Китайцы при пайке путают провода. Вот у нас идет 3 провода из двигателя. И здесь все как у нас на асинхронном трехфазном двигателе. Берем любые 2 провода и перепаиваем их местами. Любые 2 провода. И скорость, вернее направление вращения вы поменяете. Надеюсь, было полезно. Но это касаемо именно бесщеточных двигателей, которые управляются по 3 проводам. В принципе, если у вас, допустим, щеточный двигатель, то к щеточному двигателю подходит всего лишь 2 провода. И здесь вы тоже их можете поменять местами, и двигатель у вас начнет вращение в другую сторону. Так, ну еще хочу обратить внимание, что при сборке я все-таки одел нашу звездочку следующим образом. Не так, как она стояла. Мне кажется, что так будет более правильный вариант. Так, ну что, народ, будем разбираться с этим деревцем. Масло заправил так, что оно аж потекло из-под низа. Поэтому цепь у нас обильно смазана маслом. Вот оно даже здесь блестит, кому видно. Ну что, поехали посмотреть, как оно работает.
сухое полностью. Ну, давайте я вам на камеру покажу, как это все происходит, наверное, поближе, потому что у нас уже, в принципе, все. Режет мягко и отлично, деревце сухое, то есть это не прошлый раз, что мы пилили сырое. Единственное, что мне кажется, что здесь чуть-чуть меньше оборотов, чем все-таки на той пиле Анаван. Фу, весь грязный в опилках, у нас моросит дождик еще плюс. Вот, а так рабочая, в принципе, машинка, рабочая лошадка, поэтому смотрите, друзья, где что дешевле, там и покупайте. Короче, народ, вот после съемки я надербанил вот столько вот дровишек. Это все на этом маленьком, друзья, аккумуляторе. Ну и вон кучка веточек получилась. Значит, этот стволик оставим на потом, чтобы испытать 12-дюймовую пилку. Аккумулятор до сих пор не сел. Все отлично работает. Ну, что-то я подумал пойти разобрать. Хоть, конечно, поработали и мало. Разобрать еще раз и посмотреть, сколько там у нас внутри опилок. Попадут, не попадут вот через звездочку туда. Короче, пошли посмотрим. Вот такая картина. Значит, когда я снял кожух и шину. И вот здесь, как я говорил, вот тоже, наверное, все-таки это плюс. Видите? Полная ванночка масла. То есть цепь, даже и когда мы не качаем, она немножко будет смазываться. Под звездой у нас вот столько стружки. Ну и снимем, разберем кожух, посмотрим, что у нас внутри. Вот за такое короткое время, сколько я там резал, наверное, минут 5 в общей сложности. И посмотрим, сколько попало стружки. И попала ли она вообще туда. Так, вы уж извините, за белый лист подложил. Ну, все, понимаете, грязное. Немножко продул, протер. Давайте снимаем и посмотрим, что у нас будет под этой крышкой. И это всего лишь за 5 минут работы. Опа. Так, под крышкой вон видно маленькая опилочка или опилинка залетела. Так, смотрим здесь. Ну, здесь видно, конечно, есть мелкие вкрапления пыльцы и опилок. Да, и это я резал. У нас, как я говорил, моросит дождик. Все сырое и мокрое. Поэтому тоже надо обращать внимание. Когда будет все сухое и особенно сухостой, то здесь будет, походу, поболее. Так, ну а теперь давайте, наверное, подымем звездочку. Так, где мой ножик? Колечко сняли, поднимаю звезду. Под звездой, ну, пока вроде бы все сухо. Для особо любопытных ставлю на паузу и откручу редуктор. Еще разок. Так, ну что, все открутил. Сейчас главное, чтобы масло не палилось. Так, вынимаем, достаем. Вот, видим, что здесь чистота. На сей раз здесь чисто, но 100% сюда будут попадать опилки. Нет, не чисто, есть уже вкрапленицы. Как вам показать, надеюсь, вы сами видите. Вот у нас первая ласточка, так сказать, лежит. То есть опилки сюда будут по-любому попадать. Опилки, пыль и тому подобное. Так, корпус. В корпусе вроде бы ничего не видно. Но вот первая ласточка, видите, все-таки залетела. Вот она. На этом будем с вами прощаться. Надеюсь, кому-то был полезен. Сегодня такой длинный, большой, подробный обзор. Самый, наверное, подробный. Больше, наверное, я таким заниматься не буду. Но мы посмотрели, что произошло в течение 5 минут. Попала одна большая, так сказать, стружка. Ну вот, 5 плюс 5 плюс 5 минут. И здесь у нас накопится очень много пыли. Поэтому либо не мажем, либо мажем. И сюда ставим какую-нибудь мягкую прокладочку, чтобы туда у нас пыльца не летела. Все, народ. Всем спасибо, всем пока. Желаю, чтобы все.